Покупайте на AliExpress безопаснее с AliTools. Рейтинг доверия продавцов, история цен, популярные видеообзоры. Не дайте себя обмануть. Всем привет! И вот у нас сегодня наконец-то снимается самое долгожданное видео. Это мои находки за октябрь. Целый месяц у нас не было видео о находках, потому что уже очень холодно. Мало кто выкидывает сейчас что-нибудь интересное. К тому же много очень конкурентов, сборщиков металлолома, в частности, которые очень много техники собирают и почти ничего не остается. Но за целый месяц у нас находки есть. И первый у нас автомобильная тема, как обычно, и вы уже догадались. Но это не аккумулятор. Это у нас автомобильные динамики. Да, вот такие два блина. Зачем их выбросили, непонятно. У них вот такие решеточки, сеточки, но они не отсюда, потому что сами дины у нас фирмы Пионер. Два абсолютно одинаковых. Ход у них особо без шорохов. Возможно, они работают, но немного помусоленные. Но они пластиковые, и что им будет, они сырости, ничего не боятся. В принципе, потом можно будет их и проверить. Вот здесь краска у нас уже потерта почти до дыр. Вот такие дины. Так, видео о проверке будет у нас, конечно же, отдельно. То видео будет целый час, плюс особо сейчас снимать уже нечего. Находок мало, то есть находки раз в месяц, пока холодная погода. Выпуск находок буду стараться снимать хотя бы раз в месяц. Вот такие динамики. Так, что у нас было найдено следующее? Так, а следующим у нас был у нас струйный принтер. Вот такой простой принтер Canon. Это не МФУ, просто принтер, но он целый. Я его взял. Шел дождь, но он уже высох, потому что он был в самом начале месяца. Здесь у нас картриджи стоят, но надо его включать, потому что так они заблокированы, нельзя посмотреть, полные они или пустые. Просто простой принтер. Здесь ничего нет, только USB вход к компу, никаких картридеров, ничего у нас нету. Ну что ж, он стоял, я подумал взять, что ж, целый принтер. Так, что было найдено у нас следующее. А вот дальше у нас была отличная находка. Такое попадается не так часто у нас. Не то, что в Германии там или где, которые обзорщики снимают находки. Там у них каждый день по 3 таких девайса. И вы, наверное, уже догадались, что это? Это у нас ноутбук! Ура! У нас с осенью тоже есть ноутбук. Я-то думал, только в августе были, потом что-то в сентябре ни одного не было. И вот, в октябре у нас тоже есть ноутбук. Итак, вот такой ноутбук. Вот он. И многие, наверное, удивятся, что это такое, какой же это ноутбук-то. Ну да, это ноутбук. Он так выглядит, потому что этому ноутбуку где-то около 25 лет. У него нет блока питания. Блин, надо будет колхозить, разбираться, как его хоть подключить. Его кто-то открывал, вот здесь у него есть следы вскрытия. Но это ноутбук, здесь нет аккумулятора. Смотрите, сейчас откроем крышку. Опа! Вот такой ноутбук с такой клавиатурой механической, как у старых системных, обычных компьютеров. Вот такой дисковод флоппи у него. Матрица целая. Маленький, конечно, экранчик. Потому что все-таки ему около 25 лет. Это, скорее всего, IBM. Здесь шильдика нету. Никакой маркировки нету вообще. Здесь у нас еще открывается крышка. Здесь разъемы. Так что довольно интересная такая находка. И это сейчас уже довольно редко. Уже все их повыбрасывали давно. Наверное, в самой первой половине 2000-х. А может и в конце 90-х уже выкинули. Потому что они очень быстро обновлялись. Уже были заметно быстрее. Ну вот такая, короче, находка. Главное, не побитый. Ничего из него, надеюсь, не вытащили. Может, это хард из него вытащили. Зачем его открывали. Но это мы уже видим при включении. Ну, короче, классная находка. Ноутбук. Хоть ему 25 лет, но все равно это ноутбук. Так, что у нас было найдено следующее? А следующая у нас была довольно распространенная, опять же, находка. Такое довольно уже часто попадается. Это у нас монитор для компьютера. ЖК-монитор.
Вот такой монитор BenQ. Я точно такой же находил прошлым летом. Вот у него какая-то здесь на матрице фигня, но это похоже просто на какой-то... Хотя, может, и царапина, не знаю. Летом 15-го года, короче, такой находил без подставки. Тот вообще не включался, вроде я помню. Там были, по-моему, кондеры дохлые. Вот такой монитор. Он вроде целый, ну так. Вот здесь у него трещинка. 2003, по-моему, это год. Ну так он целый. Все-таки монитор жидкокристаллический, хоть и старый, это неплохая находка. Графику он нормально показывает, даже если и старый. Глаза не утомляет, но, возможно, с ним что-то не то. Но находка тоже неплохая. Вот такой монитор. Вот здесь его модель. Да, 2003 год. Так, что у нас было найдено следующим? И следующим у нас была найдена очень крутая находка. Это у нас не ноутбук, не компьютер. Вообще не по теме компьютеров, но вещь очень крутая, довольно неплохая. Это у нас кофемашина Bosch. Вот такая большущая кофемашина Bosch Vero Cafe. Вроде так там написано. Так, в ней даже вода вот здесь есть, в этом баке даже есть вода. Не знаю, зачем выбросили. Очень тяжелая, пакет даже порвался. Я ее еле удержал, так бы она полетела, и вода вся расплескалась, и был бы конец света. Здесь все вроде чистое, особой грязи нету. Но надо иметь кофе при себе, у меня сейчас нету. Хотя можно будет ее и так как-то проверить. Но она, возможно, будет или отключаться, или может ошибки какие-то выдавать. Так, с виду все цело. Зачем выбросили, точно неизвестно. Надо будет, конечно, ее проверять. Но вещь это для очень фанатов кофе. Просто так такую не покупают, так что непонятно, почему ее потом выбросили. Может, кому подарили, и тоже фиг знает, они не пользовались. Так, ну такая находка. Так, что у нас было найдено следующее? А вот следующая находка у нас, ну, опять же, не по теме электроники компьютерной. Но я все это взял. Это у нас аж 3 наручных часов. Вот они. Я их все-таки взял, так и были в этом пакете. Такое выбрасывают, не очень часто попадается. Так, раз в год могут попасться. 3 наручных часов. Они все молчат, ни одни не ходят. Ну, здесь явно батарейки. И здесь у нас тоже, скорее всего, батарейки. Фирмы здесь какие? Здесь какой-то Майкл Корс, то есть Майкл Корс. А эти у нас... Кельвин Клейн, но, возможно, это может подделки. И еще там какие-то... Тоже такой шрифт у них, хрен разберешь. Вот такие вот 3 наручных часов. Ну, я все-таки взял, потому что я помню, давно находил тоже, более-менее нормальные часы были. Но они все сейчас дохлые, возможно, все батарейки просто сели. Может, их утопили, тоже неизвестно. Были в таком старом пакете, уже пожелтевшем. Вот такая как бы находка. Эти часы. Так, а вот дальше у нас была хорошая находка. Ради такой находки стоило искать. Итак, какая у нас следующая находка? Давайте барабанная дробь и... Опа! Ноутбук! Вот, смотрите, еще один ноутбук. У нас в этом видео уже 2-й ноутбук. И это у нас Dell. Он вроде целый весь, без блока питания, блин. Вот такой ноутбук. Так, значит, у нас октябрь тоже все-таки ноутбуки были. Вот он, Dell. Бренд довольно неплохой, но ноутбук не такой новый. Все вроде цело. Да, все вроде цело. Давайте-ка его откроем. Открываем. Опа! И он тоже весь целый. Во! Смотрите, целый ноутбук. Аккумулятор, конечно, не дохлый, не включается. Значит, не только у канала в Германии ноутбуки снимаются, а у меня все-таки тоже есть. Ну, конечно, не так часто, но все-таки есть. Вот, матрица тоже целая. Я его еще не открывал, не смотрел, есть ли там хард. Так, все вроде цело, закрывается нормально. И здесь у нас тоже интересное довольно управление. Вот такой ноут. Так что это очень классная находка. Вот когда такая находка находится, сразу такая радость, что о, еще ноутбук. Вот посмотрите, все вроде цело.
Но на нем расстояла XP, значит ему уже, ну блин, не знаю, лет 7-8, наверное, точно есть. Но все равно это классный Dell. Dell это нормальный бренд, хорошие ноутбуки делает. Будем потом проверять. У меня блоки питания есть. От Dell как раз только вот марка у него была даже такая же. Также даже назывался. Как тут написано, только модели были, по-моему, постарее. Там у блоки питания провод перегнут. Надо будет его заменить, в принципе, и попробовать. Он сюда подойти должен. Так, что у нас было следующее? Так, а следующее у нас была еще одна находка. И это у нас еще один монитор. Еще один ЖК-монитор. И это у нас ViewSonic. По виду он 19 дюймов. Тяжелый такой. Матрица вижу в идеале. Ни одной ссадинки нет. Его выкинули даже со всеми проводами. Я думал, может, системник потом будет. Но потом переживать не стал. Потому что, посмотря на год монитора, я понял, что если системник и выкинули, то он был полным дерьмом. Потому что этот монитор тоже 2003 года. Вы подумайте, как он был тогда крутой. 19 дюймов ЖК монитор в 2003 году. Вот вся его информация. Август 2003. Ё-моё. И здесь у нас даже есть, смотрите, цифровой разъем DVI и обычный. То есть в 2003 году этот монитор был мега крутой. Кстати, он даже с проводами, его даже можно и сейчас подключить. Я просто не хочу затягивать видео. Вот даже замотаны провода. Если попробовать его включить, он включился, индикатор загорелся. О, нет сигнала. Да неужели он работает? Хотя, вот погас. Здесь, возможно, подсветка может быть дохлая, он может мигает. А во-вторых, Samsung из прошлого выпуска, как вы помните, при подключении к компьютеру не выводил изображение. Так что это еще ничего не говорит, что он показывает, что нет сигнала. Но он не дохлый, это уже хорошо. Мониторчик был шикарный в свое время. Так, ну что у нас было еще? Что-то у нас еще было. Так, ну и последняя находка у нас за этот октябрь. И это у нас аж два цифровых фотоаппарата в своих коробках. Вот они. Это просто пипец какой-то. Кто-то так долго хранил их с 7 комплектами и только сейчас выбросил. Вот такой ровер. Вот его модель. Фотоаппараты очень старые. Года 2005 максимум. Но однако коробки от них сохранились. И вот такой Pentax. Смотрите. Здесь все есть. Сам фотик у нас здесь есть. Но, как вы видите, болты у него выкручены. Он открыт кем-то. Вот. Значит, с ним что-то не то. Блин. Теперь его надо закрыть. А вот он закрылся. Смотрите, он даже сейчас включается, но аккумулятор разряжен. Но зачем его открывали? Значит, возможно, с ним что-то не то. Вот такой. Ну, это очень старый. Но весь комплект, зарядка, вот все здесь лежит. Все сохранилось. Так, это первый. Так, ну и вот второй. У нас тоже в своей коробке. Видите, 5 мегапикселей всего. То есть сейчас у нас сколько мегапикселей делают фотоаппараты? А эти по 5 мегапикселей. Все документы, все осталось. И вот он здесь тоже у нас находится. Вот этот у нас внешне в идеале. В идеале здесь большой объектив, это меня обрадовало. Но это тоже очень старый фотоаппарат, один первый из цифровых. Посмотрите, какая у него карта здесь. Она здесь даже есть. Вот такая карта на 1 гигабайт. Как-то называется? Ну написано, это компакт флеш. Даже не SD-карта, а вот такая. Дверца здесь только болтается. Но состояние его идеальное. Здесь у нас обычные батарейки вставляются. Так, фотик, конечно, был неплохой в свое время. Но тоже это, наверное, не на 2005 года, потому что 5 мегапикселей. И это уже довольно мало по нынешним меркам. Но находки это очень даже неплохие. Хоть один-то из них, думаю, что работает. Вот это последняя находка, которая была найдена только лишь вчера. У нас как раз уже все, октябрь кончается. Так, что я хочу сказать. Вещей много было у таджиков, у металлосборщиков. Особенно советская техника сейчас у них попадается. С-90 были колонки. Аж по 2 раза видел, как забрасывали в «Газель». Катушечные магнитофоны часто бывают. Что там еще? ЖК-телевизоры видел. Но если их спрашивать, что не продаете или нет, они говорят, нет, это металлолом, к тому же ты не Таджикистан, Типа, ну не принимают они что ли у кого-то.
кто не из их страны, не знаю, у них как бы своя сеть, как бы они никого чужого не подпускают к себе. И кружат, и всю технику эту собирают. Так что найти уже очень трудно. Но все же находки есть. Думаю, что в ноябре хоть что-то тоже будет. Видео будет и за ноябрь, и за декабрь, надеюсь, и дальше. А пока что это видео заканчивается. Впереди видео о проверке данных находок. А сейчас все. Всем пока.